Всем привет, с вами все тот же Китай. Сегодня мы начнем серию уроков по теме, какие инструменты нужны кожевнику. Всего у нас будет 3 ролика. В первом ролике мы поговорим о минимальном комплекте, который нужен, соответственно, как легко стартануть, дешево стартануть. И, соответственно, уже будет по нарастающей. Сегодня будет комплект дешевых инструментов, с которыми вы хотя бы сможете сделать обложку для паспорта, и начать продавать ее. Я вам предлагаю начать с кожи Crazy Horse, поскольку не надо будет покупать лишних инструментов и не надо будет обрабатывать торец, то, что является болезненной темой для кожевников. Для начала вам нужно приобрести металлическую линейку и шило. Линейку вы, соответственно, можете приобрести в любом строительном магазине у себя в городе, либо где-то еще. Шило также, думаю, можете приобрести у себя в городе, но, по крайней мере, для кого-то будет дешевле заказать это с Алиэкспресса. Но и линейка нужна, чтобы отметить, как говорится, а шило для того, чтобы разметить вашу заготовку. Далее нам нашу заготовку нужно отрезать, поэтому нам нужен какой-то режущий инструмент. Например, скальпель или канцелярский ножик. И, соответственно, на чем мы будем резать, чтобы не повредить нашу поверхность. Для этого вы можете купить вот такую доску, которая покупалась в Икее за пару копеек. Но если вы вообще определитесь со своей профессией и захотите заниматься кожевничеством, то можете купить вот такой восстанавливающийся мат. Он очень полезен. У вас есть вариант вырезать заготовку по размерам, либо по PDF-трафаретам. Но если вы выберете вариант по PDF-трафаретам, то вам придется зафиксировать вашу бумагу скотчем, и, соответственно, уже отрезать по размерам ножом. В заготовке вам нужно сделать отверстия для ниток. Вам хватит комплекта за 5 евро, вот такой комплект. Но если вы захотите пробойники посерьезнее, то можете их приобрести. Но в идеале вам хватит пробойника на 2 зуба и на 5-6. Этого вполне достаточно для большинства работ. Пробивать надо на чем-то, в первую очередь, чтобы не затупить пробойники и не повредить вашу поверхность. Для начала вы можете купить вот такую пластмассовую доску в Икее, либо если у вас завалялось на кухне, то можете взять ее тоже, в принципе, такая же самая, думаю. И наносить удары по пробойникам надо молотком, но чтобы не повредить снова же пробойники, желательно наносить удары вот такой резиновой киянкой. Далее заготовки нужно склеить. Для этого можно взять клей для резины, либо кристалл, который не оставляет следов. Но дешевле будет взять вот такую банку профессионального клея. Это по соотношению цена-количество, потому что за такой маленький тюбик, в котором 30 мл, он стоит почти 3 евро, 2,80. А банка такого профессионального клея, в котором литр, она стоит 5 евро. После того, как мы склеили заготовку, ее нужно сшить. Вот эти все иголки мы заказывали с Алиэкспресса, так же как и нитки, потому что эти нитки у нас довольно дорогие в Латвии, и дешевле было их взять с Китая. Далее торец нужно обработать. Для этого можно взять простую краску, резиновую краску, токанола, и прочую химию. Но мы этого делать не будем, поскольку это Crazy Horse. И мы возьмем наждачку и обработаем края ей. И на этом трогать Crazy Horse больше не нужно. Вот это начальный комплект, с чего можно начать и вообще попробовать эту сферу. И дать себе понять, нужно ли вам это. И с таким комплектом можно делать подобные вещи. Если тебя эта сфера заинтересовала, то у нас есть еще много инструментов, которые мы тебе хотим показать. Потому что для серьезных изделий нужны серьезные инструменты и аксессуары. Инструментов в целом для кожевников еще очень много, но как для начинающего кожевника они не очень важны. Но у нас есть такие, как разметка, удобная разметка, чтобы сделать удобную разметку. Например, беговка, чтобы сделать по краям красивый контур. Кромкорез, чтобы убрать неровные края. И много-много всего другого. Поэтому, если эта тема тебе была интересна, то подписывайся на канал, пиши свои комментарии. Мы с радостью ответим на твои вопросы. А на сегодня у нас все. С тобой был все тот же Китай. Пока.